Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас видеоэксперимент. Сегодня будем с помощью тик-сварки сваривать несвариваемые материалы. Точнее, некоторые из них условно свариваемые, но требуют особой чистоты, особой подготовки. Мы же будем делать в обычных боевых условиях, без, так сказать, всеобъемлющей аргоновой камеры. То есть это когда человек сидит внутри, дышит наружным воздухом, а внутри сидит полностью в аргоне и варит. Нет, так мы делать не будем. Мне нужно будет сваривать раму для своего болида. С выбором материала я так до конца и не определился. В сети пишут, что Дюраль D16T очень хреново сваривается. Поэтому я взял пруточек. Уже, кстати, сделал каплю, сварку. И подождал 5 дней. Он уже закалился в этом месте. И мы сможем сломать, посмотреть, каково же качество сварки и какая прочность. Далее мы попробуем магний. Это, конечно, весьма экзотический металл. Как он будет свариваться, понятия не имею, но хочется попробовать и потренироваться. Опять же, очень мало где показано, как его варить. В ютубе я, по-моему, вообще не видел ни разу. Есть у многих предположение, что он просто-напросто загорится и вообще можно спалить мастерскую. Ну и очень любопытная вещь. В общем-то, раму для болида можно было бы и из этого сделать материальчика. Это титан. Есть у меня очень пружинный. Нужно просто адовое усилие, чтобы его согнуть. Обычное железо какое-нибудь я бы вот так легко согнул. Ну, обычную сталь даже. А титанчик этот пружинищий и очень крепкий. Ну и есть не пружинищий. Так я его, конечно, не смогу согнуть. Но в тесах я гнул, он мягкий. Ну что ж, давайте по порядку. Давайте пробовать варить. Сейчас подготовлю материалы и мы начнем с дюралюминия. Подозреваю, что у народа появится желание увидеть пруфы. Почему это магний, например, это титан, а не обычное железо или, например, нержавейка какая-нибудь. Ну, по титану все достаточно просто. Пробуем на искру его. У титана очень белые искры и очень яркие. Я думаю, здесь сомнений никаких. Здесь еще белее. Это титановые сплавы с вероятностью 99,99%. Как же проверить магний? Я его пробовал точилом точить. Но искру он не вырабатывает. Хотя здесь магния, судя по маркировке, я уже в марочник залез, около 75%. Судя по весу, правдиво, он очень-очень легкий. Но я все-таки нашел способ, как предоставить пруфы. У меня с недавнего времени появилась целая куча такого магния. Благодаря подписчику. Антон, спасибо тебе, это просто роскошный подгон. 40 килограмм магния, друзья. Думаю, теперь сомнений быть не может. Правда, непонятно, почему от камня он не загорается. Титан ножовкой пилить не буду, отпилю болгарином. Потому что ножовку после этого, скорее всего, пришлось бы выбросить. Не гнется? Полосу из дюральки вдоль отрезал болгаркой для скорости, а поперек отрежу пару раз ножовкой. Если режем болгаркой, внедряется абразив, и потом прийти к сварке, ну не очень себя хорошо чувствует металл, он получается загрязнен. Осталось разобраться с магнием. Мало того, что он таким кирпичом у меня, так еще и хочу с него присадки сделать. Опять же, мягкий металл, и болгаркой нельзя его отрезать. Звук другой, запах другой, да все другое. Скользит как по бронзе, но пилится хорошо. Специально для того, чтобы вы поставили лайк, пилил вдоль, а не поперек. Так труднее. Итак, металл напилен, осталось его подготовить.
Загладить углы, состыковать кромки. Начнем с дюральки, сварим несколько железяк. Попробую сварить титановый пруточек. Надо только немножечко снять фаску под 45 градусов, чтобы лучше проплавлялся металл. Ох и наварил я здесь, ребята. Вместо того, чтобы аккуратненько сварить, сделать красивый шов, я пытался вам показать весь процесс сварки. Но тем будет интереснее. То есть, естественно, в нормальных условиях так никто не будет делать. Никто не будет 10 раз разогревать металл. Можно было бы, конечно, гораздо быстрее и с удобством все сварить. Но из-за того, что я пытался заснять это все, а снимать сварку не так-то просто, у меня получился вот такой шов. Ну ничего, мы все равно сломаем его и проверим на прочность. Ломать, как говорится, не строить. Сейчас сделаю сварочку двух пластин титановых, которые тоже нужны для понимания, как оно себя поведет. Что ж, листики готовы. Поставил небольшой ток. Давайте попробуем аккуратненько, качественно сварить, а не для красоты. Произвел сварку вообще без присадки. Ну а теперь сделаю то же самое с обратной стороны, но с помощью пульса. То есть дуга будет пульсировать, то больше ток, то меньше ток. И, наверное, все-таки немножечко накапаю присадки. У меня есть титановая присадка, почему бы ее не использовать? Получилась вот такая красота. Эх, оторвать бы руки этому сварщику. Все в окислах. Похоже, не хватает газа. Ну, с задней стороны, понятно, я там ничего не зачищал, там окислы начали выгорать. А здесь-то я на свежую варил. Должно было быть хорошо. Но тем будет интереснее, друзья, делать сломы. Сейчас здесь еще для чистоты эксперимента приварю без присадки. Потому что есть маленький подготовленный листик. И будем приступать к сварке магния. Вот так получается приварить без видеосъемки. Все вровень, можно хоть поверочной линейкой измерять. Но как-то много окислов. Работаю на остатках газа, может быть уже газ идет грязный. Потому что раньше такого не было. А теперь внимание! Смертельный номер. Сейчас будет сварка магниевого сплава. Первый раз в жизни буду пробовать. Марка, кстати, вот такая. Для тех, кому вообще сильно интересно, что за сплав такой. В качестве присадки будет тот же самый магний. Присадка, конечно, грубоватенькая. Вот такая. Ну, что делать? Она, в принципе, зато с того материала, который будет использоваться при сварке. Легкий он вообще. С ума сойти. Сделал с помощью напильника фаски. По-прежнему не использую никакого абразива, чтобы не загрязнить металл. Ох, ну что ж, погнали. Смертельный номер, короче. Надеюсь, не загоримся.
Такой легкий магний, что сдувает. Но это не беда, есть напильник для этого. Электричество не выдержало в мастерской. Делаем перезапуск. Все фигня. Хо! Вот он, мой самый первый сварочный шов из магниевого сплава. Надо перевернуть и проплавить снизу. Видно, что пошла чернуха какая-то. Но опять же, это связано прежде всего с тем, что маленькая сопла очень используется. И с тем, что грязный металл, либо непротертый металл, либо что-то еще, окисел может быть. В общем, мы тут в боевых условиях все тестируем, друзья. Поэтому не удивляйтесь. Варю вторую сторону. Ну, как видим, мастерская не загорелась, зато сплавился металл. Получается, магний можно варить точно так же, как и алюминий. Очень красивый шарик на горелке получился. Даже без цветов побежалости. Только вот такое что-то белое брызнуло. Скорее всего, это произошло в тот момент, когда я начал пхать туда присадку. Ее довольно-таки активно я использовал. Нагрелась она, конечно, жутко. Возможно, еще чуть-чуть и полностью бы расплавилась. Но это не точно. Видите, в середине есть непроплав. Ну, связано это с тем, что металл очень толстый. И надо было делать по-хитрому. Надо было сначала снаружи проварить, а потом с обратной стороны выбрать металл на довольно-таки большую ширину, чтобы была крупная щель. И полностью все обварить. Все заполнить металлом. Ну, так как мы здесь по-быстрому, по-простому делаем, я вам объясняю, что я знаю эту технологию. Когда что-то качественное нужно будет сделать, я это сделаю. Ну, а пока вот так для пробы в боевых условиях. Осталось вот нам узнать, как оно на прочность. Пришло время сломать все это дело. Начну с дюралюминия. Сварной шов находится вот здесь. В момент сварки был сильный разогрев на большом расстоянии. После чего этот пруток должен был самозакалиться. Состариться там. Со временем дюраль, которая после нагрева размягчилась, она со временем твердеет обратно, становится хрупкая. Вот давайте начнем испытание. Смотрите, прут гнется вот здесь, но не здесь. Я понимаю, конечно, что испытания не сверхкрутые, но я по-другому не могу понять, как вообще все здесь сварилось. Вот беру поближе. Оп! Ну вот, друзья, видите, все-таки здесь оно и лопнуло. Неожиданно, если честно, друзья. Я думал, треснет где-нибудь, ну вот здесь, например, с краю. Или здесь. А так получается, сама дюралька не треснула, осталась целая. Треснул лишь сварочный шов из другого материала. Потому что сварку производил прутком из сплава АМГ. АМГ-6, кажется. Продолжим играться с дюралюминием. Возьму сваренную пластину. Здесь уже есть трещина. Сваривал все тем же сплавом АМГ-6. Мне кажется, вручную должно сломаться. Да. Так и получилось. Но здесь, в отличие от предыдущего прутка, лопнуло прогнозируемо. Не посреди шва, а с краю. То есть тут уже лопнул сам дюралюминий. Сваривал с двух сторон. У меня есть место, где более качественно получилось. Ну, тут, естественно, не треснет посреди шва. Потому что более толстая, видите? Ну, шов он очень толстый и нет трещины. Но, смотрите. Оп. Туда-сюда сделал движение и лопнуло оно все-таки с краю. Есть еще одно место интересное. Здесь не проварено с двух сторон, а лишь с одной. Давайте попробуем, как себя поведет металл. О! А тут уже треснуло посреди шва.
Ну, что я вам могу сказать? Вполне прогнозируемо. Дюраль не рекомендуется сваривать вот так вот запросто. Ее обычно клепают, чтобы прочность осталась на прежнем уровне. Но, как я вижу это дело, все-таки для каких-то не сверхответственных деталей вполне возможно ее сваривать. Откладываю в сторонку и берем титан. Здесь я наварил 3 образца. Есть опять же листовой металл, сваренный с 2 сторон и там, и там. И есть прутковый материал. Вот этот сварился очень красиво, очень качественно. Но здесь по-любому есть непровар внутри, потому что фаску я не делал и не использовал присадку. Сварено именно тем самым металлом, которым пруток и является. Ну а длинный пруток я сваривал посредством присадки. Давайте с него и начнем. Можно его опять же засунуть в эти 2 отверстия и попробовать сломать. Как раз максимальное усилие получается в самом важном для нас месте. Здесь уже, я думаю, посерьезнее будет усилие. Трещит. Оп! Ничего себе, вот это усилие. Титан лопнул по сварному шву, а сами прутки остались целые. Один упал в ножку стола, я его не могу достать. Засовывал палец, тоже чуть там не остался. Ну вот так, друзья, видите? Титан был довольно-таки жесткий, но шов очень хрупкий. Ярко выраженная кристаллическая структура. Я очень долго грел этот шов. Возможно, поэтому и не получилось. Ну, а может быть, по каким-то другим причинам. Использовал титановый пруток неизвестного мне происхождения и марки, но специальный для тик-сварки. Лопнуло четко по сварке. Пластина и короткий пруток имеют слишком маленькую длину, чтобы их рвать вручную. Поэтому переместимся в другое место. Заведомо менее сильную сварку попробуем испытать вот так. Не здесь сломать. Здесь понятно, что можно сломать. И концентрация напряжений большая, потому что угол давит. И все усилие приходится точечно на вот это место. И то, что на том прутке сломалось именно по сварному шву, а не сам пруток, это говорит о довольно-таки хорошем качестве сварки. Просто сам пруток оказался прочнее материала сварного шва. Ну, это мое мнение такое. Посмотрим, что здесь произойдет. Хрустит. Можно заметить, что перед тем, как треснуть, пруток вот здесь таки согнулся немножко. Хотя сам сварной шов был заведомо более слабый. Как видите, провар был лишь с краю. Ну, где-то миллиметр по всей окружности. Лист, я думаю, себя превосходно поведет, потому что я уже делал такие сварные швы на этом листе. И все те конструкции по сей день работают. Смотрите. Видите? Оп! О, как в руку отдало. Довольно-таки жестко это было, я вам так скажу. Сварка этих 2 половинок была без присадки, и видно, что посередине есть непровар. Следующий шов уже с присадкой был. Давайте пробовать его. Есть ярко выраженный сварочный шов. То есть металл по-любому тут треснуть не должен. Мне кажется, сейчас удастся согнуть металл. Но это не точно. Пока что ничего не хрустит. Уже начало. Ой, страшно. Хрустит уже. Ай-яй-яй. Вот так вот. Смотрите, что произошло. Металл согнулся, но не треснул. Хотя небольшая трещинка все же появилась. Но металл выдержал. И видите, в каком месте она появилась? Там, где максимально большие кристаллы. Видите? Какая кристаллическая структура. А вот здесь, где кристаллы маленькие, тут пока что все нормально. Вот этот сварной шов оказался довольно-таки качественным. Я считаю, что у него где-то 70% прочности от основного металла. У прутка, который мы титановый ломали, там где-то 50-60% на прикидку.
Это у первого длинного. У второго поменьше. Там, наверное, процентов 30 всего лишь. Ну вот какие-то такие интересные эксперименты, друзья, уже пошли на канале. Осталось нам магний сломать. И сразу станет все понятно. Вне зависимости от того, какой будет результат, сварка магния это уже само по себе удивительное какое-то мероприятие. Сейчас я уже понял, что можно было это ломать как-то более научно. Может быть, стоило какие-то весы подцепить. К сожалению, разрывной машины у меня нет. Ну, так, по наитию я уже точно буду понимать, что как себя ведет, если честно. Потому что написанное это одно. Оно, понятно, написано пером, не вырубишь топором. Но хотелось попробовать, как оно будет на практике. Магний. Держится. Довольно крепко. Так. Гнется сам пруток вот здесь. Здесь не ломается. Смотрите, какая прочность. Видите? Причем, что не проплавлено до середины. Но в середине оно так особо не работает, все мы знаем. Работает по краям балка обычно. Ну, или вот как пруток, он тоже по краям работает. Или пластина, что это такое? Я так понимаю, что магний можно считать успешно свариваемым металлом. Смотрите, что произошло. Неожиданный результат, не правда ли? Лопнуло не по сварному шву. Сейчас мы это дело исправим, конечно. Зажму вот здесь поближе. Но как по мне, это очень круто, что сварка выдержала. И еще раз она выдержала. Треснула рядом со сваркой. Но не в этом месте, а треснул сам металл. То есть сварка по-прежнему прочнее основного металла. Удивительно, друзья. Ну вот тут была концентрация напряжения. Видимо, здесь оно начало трескаться. Вот такие кристаллы там. Ну что ж, друзья, выводы по возможности сварки таких вот несвариваемых материалов, я думаю, вы сделаете сами. А я, как и варил раньше, так и буду продолжать варить. Всякое такое интересное. Потому что, как видите, хоть оно и является несвариваемым, например, или условно свариваемым, но оно держит более-менее. И в каких-то разных там конструкциях можно использовать, неответственных. Я газовые трубы не свариваю для транспортировки газа, ракеты не варю. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!